Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня покажу вам узор, который я воссоздала по фотографии стильного жилета от бренда Splendid, который вы сейчас видите на экране. Этим узором выполнена верхняя часть жилета и по одному раппорту по переду и спинке вдоль бокового среза. Этот узор сразу привлек мое внимание своей легкостью и современным стилем, но схемы к нему не было, было только фото. И самой большой сложностью для меня было увеличить фотографию без потери ее качества, чтобы можно было рассмотреть узор. Сам узор оказался очень легким в исполнении и интуитивно понятным. И хочу предложить вам рассмотреть, что у меня получилось. Вот так этот узор выглядит при вязании снизу вверх, как я и буду вязать этот жилет. Но этот узор можно использовать не только для вязания этого жилета, он может быть использован как самостоятельный для вязания топов, футболок, джемперов. Поэтому, если вы хотите вязать его от горловины, он будет выглядеть вот таким образом. Единственное, что возможно переход, здесь начало вязания начать с другого ряда, нежели буду провязывать это я. Изнаночная его сторона выглядит вот так. Пробовала я вязать этот узор в нескольких видах пряжи. Мне больше всего понравилось в хлопковой пряже, как он смотрится. Здесь стопроцентный хлопок, 220 метров в 100 граммах. И вязала я этот образец на спицах номер 4. Из более тонкой пряжи он смотрится элегантнее, сам узор, но не совсем соответствует моим параметрам и моему видению этого жилета, потому что я хочу повторить именно такую вещь, как показала вам ранее. По подбору спиц у меня здесь вопрос вообще не возник. Я взяла просто на полразмера больше спицы, нежели обычно вяжу конкретную пряжу. К примеру, эту пряжу чаще всего я вяжу на спицах номер 3,5, но так как здесь очень много переплетений, в таких случаях я всегда беру спицы на полразмера больше, чтобы жгуты выглядели более естественно и мягко. Также я поступила при вязании этого образца. Еще на одном моменте хотела бы остановиться. Если вы захотите повторить такой же жилет, как буду вязать я, на что нужно обратить внимание прежде всего. Там идет переход от лицевой глади к вот этому ажурному узору. Плотность лицевой глади и ажура со жгутами, она отличается. Поэтому я бы рекомендовала связать образец и посчитать. Я это проделала, что у меня получилось. Чуть позже я вам покажу схему, сейчас просто попытаюсь объяснить. У меня получилось, чтобы у меня ажур и гладь соответствовали, не было вот этой стянутости, которая не нужна в изделии. Я, когда переходила на ажур, на ажурное вязание вот это, я исходила из того, что раппорт узора составляет не 13 петель, как это по схеме, сам раппорт узора, а 11. А вот эти накиды я делала в первом ряду без убавления 3 петель вместе. И в общем итоге у меня получилось, что плотность лицевой глади, что плотность вот этого ажура одинаковое, полотно ровное, без искажений. Просто обратите на это внимание, возможно, этот нюансик вам пригодится и в дальнейшем не только для вязания такого жилета, а для любых изделий, где участвует лицевая гладь и элементы со жгутами. Теперь давайте просто рассмотрим схему. Как видите, здесь самые простые приемы используются. Это убавление 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, накиды и переплетение 2 петель влево и вправо. Как это делать, я все покажу по ходу видео.
Для провязывания образца вместе с вами я выбрала светлую пряжу, чтобы были хорошо видны все элементы и все движения, которые я буду выполнять. И провязывать вместе с вами я буду один раппорт узора без перехода. То есть я набрала один раппорт узора 13 петель. Всего у меня на спицах 15 петель, так как добавляются еще 2 кромочные петли. Первый ряд я кромочную переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. Одна изнаночная петля, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Можете это делать с протяжкой, если вам так удобнее. Мне больше нравится, когда я провязываю все 3 петли вместе. Для этого мне нужно поменять местами первую и вторую петли. Для этого я переношу первые 2 петли на правую спицу и за работой подхватываю вторую петлю. Аккуратно спускаю, правой спицей подхватываю вторую петлю и вот таким образом я их поменяла местами. Далее провязываю все 3 петли вместе одной лицевой. Далее накид, 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли, 1, 2, 1 изнаночная, перекрещивание 1 на 1 влево. Я не люблю пользоваться дополнительными приспособлениями, поэтому максимально стараюсь все элементы вязания выполнять 2 спицами. Поэтому петли у меня открыты, развернуты, вторая дужка смотрит на меня. За работой я подхватываю, надеюсь, все хорошо видно, вторую петлю и провязываю ее лицевой, не сбрасывая петли со спицы. Отделяю первую от второй петли и первую петлю, не подхватывая вторую, провязываю также лицевой. Вот 2 петли у меня провязаны. Далее я сбрасываю петли с левой спицы, и у меня получились петли перекрещенные. 1 изнаночная и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей, которая не входит в раппорт узора. Четные ряды, когда вы провязываете жгут, вот этот центральный, все эти ряды жгута выполняются по рисунку в четных рядах. А вот ажурная, вот эта часть, я провязываю ее не по рисунку. Второй ряд. Кромочную я переснимаю. 8 петель жгута я провязываю по рисунку. 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая петля, 2 изнаночные. Далее у меня идет ажурная дорожка. После лицевого ряда, в котором я делала убавление 3 петель вместе и соответствующие накиды, я в изнаночных рядах эту дорожку провязываю лицевыми петлями. То есть по лицевой стороне у меня идут изнаночные петли. Тогда эта дорожка получается выразительная и максимально похожа на ту, которая используется в джемпере и соответствует максимально машинному вязанию. Итак, 1 лицевая – это разделительная петля, и 3 лицевые, накид лицевой провязываю петлей, изнаночную петлю лицевой и второй накид также провязываю лицевой петлей. Далее у меня идет 1 лицевая, это разделительная петля. Ряд заканчиваю кромочной, у меня это изнаночная скрещенная. Третий ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, это разделительная петля. Далее 3 петли ажурной дорожки. В третьем ряду я провязываю все 3 петли лицевыми петлями. Далее идет 1 изнаночная разделительная
и жгут. 2 лицевые, 1 изнаночная, перекрещивание 1 на 1, я провязываю вторую петлю, затем первую петлю лицевой. 1 изнаночная, 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора, кромочной я заканчиваю вязание ряда. В 4 ряду все петли провязываются по узору. Давайте мы его провяжем вместе, чтобы с ажурной дорожкой все было понятно. Итак, кромочную я переснимаю, 8 петель жгута, 2 изнаночные, 1 лицевая петля, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая разделительная петля, 3 изнаночные ажурные дорожки я провязываю изнаночными петлями в 4 ряду и лицевая разделительная петля. Кромочная я заканчиваю вязание ряда. 5 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я меняю первую и вторую петли местами и провязываю 1 лицевой. Далее накид, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, перекрещивание 1 на 1. Сейчас я провязывать буду это чуть быстрее, потому что, думаю, там все понятно было при показе. Если непонятно, просто вернитесь, посмотрите еще раз. 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. В 6 ряду петли жгута провязываются по узору, а петли ажурной дорожки при поворотном вязании провязываются лицевыми петлями, как это мы делали во 2 ряду. 7 ряд. Кромочную переснимаю, 1 изнаночная, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, перекрещивание 1 на 1, 1 изнаночная, 2 лицевые. И кромочной заканчиваю вязание ряда. В 8 ряду все петли ажурной дорожки в том числе провязываются по рисунку. 9 ряд. Кромочную переснимаю, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, накид, 1 изнаночная петля, 2 лицевые, 1 изнаночная, перекрещивание 1 на 1, 1 изнаночная петля и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора, кромочной заканчиваю вязание ряда. В 8 ряду петли ажурной дорожки провязываются лицевыми петлями. 9 ряд. Кромочную я переснимаю, 1 изнаночная петля, 3 лицевые, 2 и 3, 1 изнаночная. Дальше идет перекрещивание 2 на 2 влево. Для этого я на правую спицу переношу первые 2 петли, при этом нить у меня находится рабочая за работой. Вот таким образом. Если вы пользуетесь дополнительной спицей, тогда эти 2 петли у вас будут перед работой находиться на дополнительной спице. Далее провязываю 2 лицевые петли. Левой спицей перед работой подхватываю первые 2 непровязанные петли. Провязанные петли придерживаю указательным пальцем. Все 4 петли я спускаю со спицы. За работой подхватываю правой спицей провязанные 2 петли, а на левой у меня остались не провязанные
петли. Вот таким образом я выполнила это перекрещивание без дополнительной спицы. И теперь мне осталось провязать эти 2 лицевые петли. Далее у меня перекрещивание 2 на 2 вправо. Для этого нить перебрасываю перед работой. Спица рабочая правая у меня заходится за нитью. И на нее переношу 2 первые петли. Петли сразу на спице располагаю так, как мне удобно будет вязать. Мне удобнее, когда петли открыты. Нить возвращаю в исходное положение, как при вязании лицевых петель, и провязываю 2 следующие петли. Теперь левой спицей за работой я подхватываю первые 2 петли, которые у меня не провязаны. Большим пальцем придерживаю провязанные петли и все 4 петли спускаю со спицы. Правой спицей подхватываю провязанные петли, а на левой у меня остались не провязанные петли. Нить вернула в исходное положение, как при вязании лицевых петель, и провязываю оставшиеся 2 петли. Вот таким образом я выполняю перекрещивание вправо. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Изнаночный ряд здесь полностью провязывается по узору. 13 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я меняю петли местами и провязываю все 3 петли вместе одной лицевой. Накид, 1 изнаночная, 2 лицевые петли и перекрещивание вправо. Нить перед работой, на спицу переношу первые 2 петли, вторые 2 провязываю лицевыми. За работой подхватываю непровязанные петли, спускаю, поднимаю на правую спицу провязанные петли и осталось провязать с левой спицы 2 лицевые, которые не были провязаны. И еще 2 лицевые. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 15 ряд. Кромочную я ее переснимаю. Далее идет у меня 1 изнаночная петля, 3 лицевые, 2, 3. 1 изнаночная петля и перекрещивание вправо. Нить перед работой, переношу 2 первые петли, вторые 2 провязываю. За работой подхватываю непровязанные петли и перекрещиваю их вот таким вот образом. Далее их провязываю. После этого идет перекрещивание 2 на 2. Влево нить за работой, первые 2 подхватываю, вторые 2 провязываю. Перед работой подхватываю петли. То есть, если нить у меня за работой, подхватываю я перед работой петли и наоборот. Поменяла их местами и провязываю оставшиеся 2 лицевые петли. Закончила раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной. 17 ряд. Кромочная, 1 изнаночная петля, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Каждый выполняет как ему удобнее, и я также буду выполнять как удобно это мне. Накид, 1 изнаночная, 8 лицевых петель. 5, 6, 7 и 8. Я закончила провязывать раппорт узора, кромочной заканчиваю вязание ряда. 19 ряд. Кромочная, 1 изнаночная петля, 3 лицевые, 1 изнаночная,
8 лицевых петель. 4, 5, 6, 7 и 8. Я закончила раппорт узора и кромочной заканчиваю вязание ряда. 21 ряд. Кромочная, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, накид, 1 изнаночная, перекрещивание 2 на 2 вправо, значит нить перед работой, переношу первые 2 петли, а вторые провязываю лицевыми. За работой подхватываю непровязанные петли, аккуратно все спускаю и возвращаю на правую спицу провязанные петли. Вот таким образом я их перекрестила и провязываю недостающие 2 петли. Далее перекрещивание 2 на 2 влево, нить за работой, переношу первые 2 петли, а вторые 2 провязываю лицевыми. Перед работой подхватываю непровязанные петли, придерживаю, чтобы петли не распустились, и провязываю недостающие 2 петли. Все, раппорт узора провязан. Ряд заканчиваю кромочной. 23 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, 8 лицевых петель. 7 и 8. Я закончила вязать раппорт узора, кромочной заканчиваю вязание ряда. 25 ряд. Кромочная, изнаночная петля, накид, 3 вместе со второй центральной петлей, накид, 1 изнаночная и 8 лицевых петель. 4, 5, 6, 7 и 8. Я закончила раппорт узора, кромочной заканчиваю ряд. 27 ряд. Кромочная, изнаночная петля, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, перекрещивание 2 на 2 влево, нить за работой, переношу первые 2 петли, а вторые 2 провязываю лицевыми. На левую спицу левой спицей подхватываю 2 первые петли, аккуратно все переношу. Вот таким образом я выполнила перекрещивание. Теперь я провязываю непровязанные 2 первые петли. Следующее перекрещивание вправо. Нить перед работой, переношу 2 петли на правую спицу. Следующие 2 провязываю лицевыми. За работой подхватываю 2 петли не провязанные, аккуратно все снимаю, переношу на правую спицу провязанную петли, а на левой остаются не провязанные, и их провязываю в свою очередь. И на этом я закончила вязать раппорт узора. Кромочная завершает ряд. 29 ряд. Кромочная. И раппорт узора начинаю вязать. 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я их традиционно провязываю все 3 вместе, при этом поменяв местами первую и вторую петли. Далее накид, 1 изнаночная петля, 2 лицевые, перекрещивание вправо. Нить перед работой, 2 петли переношу на правую спицу, выглядит это вот так. Следующие 2 провязываю, за работой подхватываю непровязанные петли, аккуратно придерживая все это, поменяла их местами и провязываю 2 петли. Далее идет 2 лицевые. И кромочной заканчиваю вязание ряда. 31 последний лицевой ряд этого узора.
Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, перекрещивание 2 на 2 вправо, нить перед работой, пересняла 2 первые петли, вторые 2 провязала, затем поменяла их местами, вот таким вот образом, и провязала первые 2 петли. Дальше перекрещивание влево, нить за работой, перенесла 2 первые петли, 2 вторые провязала, перед работой подхватила первые 2 петли, аккуратно их поменяла местами и провязываю их. Все, раппорт узора я закончила. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Вместе с вами я провязала один раппорт узора. Надеюсь, вы провязывали его вместе со мной. И теперь этот узор может стать частью ваших будущих проектов. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и красивых изделий. До встречи на канале!